круассаны, багеты, эклеры. Это все французское, да? Кстати, невозможно остановиться, как с семечками, мне кажется. Я застала осень в Париже, и это, честно, для меня это было очень холодно. Мне пришлось в прошлом году ночевать на вокзале. Про вокзал разговариваем. Внутри. То есть внутри холодно было? А у нас на вокзалах можно, в принципе, к кому-то поближе подсесть. Там очень много людей ночуют, и так можно было согреться. Ночью придется тоже ночевать на вокзале, да? А вот в целом, мы же сегодня поговорим про города во Франции, да, затронем, мы-то просто будем разговаривать, но затронем города во Франции. Так. Франция в целом у меня ассоциируется с Эйфелевой башней, наверное, сладости, вот эти эклеры, я не знаю, как их... Они есть вообще там? Или это как с корейской морковкой? Я был в Корее, нет там корейской морковки, нету там такого блюда. Я был в шоке, я говорю, я прихожу в кафешку и говорю, да, корейская морковка есть, потому что я привык, она острая, она вкусная. Прихожу, они говорят, не знают, что такое. И так, собственно, я и не нашел. Во Франции эклеры кушают или нет? Да, кушают эклеры, конечно, но впереди-то, конечно, стоят круассаны и багеты. Круассаны. Они тут никуда не деваются, да. Но это все французское, да? Круассаны, багеты, эклеры. Да. Главное, чтобы лишних килограмм нам не набрать с этими Да, я думаю, что тут без лишних килограммов, к сожалению, не уехать. Да, причем и с собой в пакетах берешь вот эти вот эклеры и на себе, потому что ты уже до этого съел еще килограмма 2. Кстати, невозможно остановиться, как с семечками, мне кажется. Очень вкусные семечки, вот невозможно остановиться. Я не знаю, ребят, напишите в комментариях, кто когда кушает семечки, он вообще может остановиться, или там уже когда совершенно уже просто вот такое вот пузо, и ты их, собственно, тогда только останавливаешься. Да, вот, а что еще с Францией ассоциируется? Я думаю, футбол, очень популярен там футбол, да? Ну да, особенно после чемпионата мира и победы, да, Франции на чемпионате мира, тут резко начали любить футбол. Да. Потому что до этого я не могу сказать, что Франция прям очень сильно любила. Хорошо, какого-нибудь футболиста знаменитого французского назови, мы сразу проверим твои знания. Ни одного не знаешь? Нет. Блин, Зинедин Зидан, кто там еще есть? По-моему, я футболом очень много занимался, но ни одного француза, кроме него, не помню. Я вообще ни одного француза не знаю. Окей, футбол сразу исключаем. Мы с тобой в этом ничего не понимаем, и, наверное, беседа в этом ключе не пойдет. Дальше что? Кино. Кино тоже французы любят, да? Они классно снимают фильмы вообще. Конечно. Актеры Жан Рено, я знаю, фильм «Леон», кстати, у нас тут город такой, да, во Франции есть Леон. Вот Леон, у меня да. ассоциируется он в первую очередь с футбольным клубом и с фильмом «Леон» одноименным. Да, но только фильм пишется через «Е», да? Город через «И», Лион. Мы это вырежем. Ладно, можно простить, я ни там не был. И, кстати, фильм я тоже не смотрел, но знаю, что очень много отзывов хороших про него. Надо как-нибудь посмотреть все-таки этот фильм. Фильм классный, фильм огонь. Париж. Париж это столица романтики, наверное, да, там предложения делают, там каких-то очень много крутых мест, та же Эйфелева башня, прям, мне кажется, очень много девушек мечтает там, чтобы им предложение прям на этой Эйфелевой башне сделали. И что у нас еще? Ницца. Ницца это чистая тусовка, у меня ассоциируется, по крайней мере. Ницца это тусовка, да? Или это еще город? Ну, это город, да, но это курортный город, в основном, в первую очередь, это все-таки Лазурный берег, поэтому, да, жизнь там кипит, постоянный поток туристов, постоянный поток эмигрантов, потому что это, конечно, очень-очень хороший уголок во Франции. А вот самый популярный город, в который переезжают русские, и, может быть, не только русские, но и с других стран СНГ, какой из этих городов? Париж, Лион или Ницца? Париж или Ницца. Тут скорее между этими двумя больше всего идет борьба, потому что Ниццу все любят за приятный климат и за то, что там все-таки очень большое комьюнити русских. Но Париж за то, что там не наглядеться всех достопримечательностей, постоянно что-то новое для себя открываешь в этом городе. А я вот не знаю, ты сказала или не сказала, ты во Францию переехал, ты сейчас в каком городе? В Париже? В Бордо. Бордо. В Бордо. Да.
Какой это город? Где он находится? Я не понимаю. Хорошо, Бордо на он юго-востоке контактирует с Франции, морем? возле Атлантического океана. То есть море есть? То есть ты можешь пойти Океан, покупаться, как все океан, нормальные да, люди, да? Круто. да. Я тоже могу, у меня тоже Средиземное море, но мне полчаса идти, и мне лень. Я вот за 2 недели там 1 раз всего был, потому что постоянно работаю. Хорошо, так в целом по ассоциациям мы разобрались, потому что я думаю, что очень много зрителей, которые с такой же непоняткой, типа, что для них Франция, Эйфелева башня и какие-то такие мелочи, да? Круассаны и Стереотипные. багеты. Да. Хорошо, по населению давай попробуем разобраться, какой из этих городов самый большой. Да, я думаю, тут, в принципе, очевидно, но в Да, целом... тут все очевидно, конечно, Париж это самый-самый плотно населенный город, который живет в постоянной спешке. То есть постоянные очереди в метро, постоянные пробки в городе, очень Мгм. узкие улицы, поэтому это надо учитывать. То есть это город не особо мобильный в плане автомобилей, Ага. вот, и в нем, конечно, очень-очень большой поток людей постоянный. Далее, несмотря на то, что Ницца очень популярный, идет у нас Лион как раз-таки. Где-то около 500 тысяч человек населения, но это не считая агломерацию. То есть это считая только сам Лион. Вообще во Франции, конечно, проживают еще очень большое количество людей в пригородах. Например, это возле Парижа, это такие районы, как Сен-Дени, кстати, не советую. И аналогично возле Лиона, Ниццы очень много разных пригородов, где намного выгоднее жилье, и поэтому там живет большое количество людей. Ну и на третьем месте у нас по количеству это Ницца, где-то около 400 тысяч населения. Кстати, да, Ницца это же даже очень маленький город в России, то есть сопоставим, да, по населению. Ну да, в какой-то степени это все, да, можно сравнить с этим, но нужно учитывать, да, что там постоянные туристические потоки, все-таки пригороды. А по развитости? Тут тоже, я думаю, очевидно, но в целом, может быть, есть какое-то второе, третье место, там по-другому, какая-то интрига. Ну, если смотреть с точки зрения вообще развитости города, да, наполненности его какими-то развлечениями, услугами и так далее, то да, конечно, это у нас в первую очередь Париж. Далее Ницца, Лион, я бы сказала, что примерно на одном уровне, потому что в Ницце вы найдете больше все-таки развлечений, связанных с отдыхом, с курортами. В Лионе это будет, скорее всего, более такое городское, да, городского типа инфраструктуры. По климату, я думаю, тоже тут затронули. Ницца самый теплый, да? Лион как Да. по климату? Лион достаточно теплый город, на самом деле он больше все-таки ближе к югу находится. Ну, Париж это уже попрохладнее, да. Зимы бывают холодные. Ну, не настолько, как у нас в Москве, конечно, но прохладно. Ты уже застала зиму или нет? Или ты не так недавно переехала? Я застала осень в Париже, и это, честно, для меня это было очень холодно, потому что мне пришлось в прошлом году ночевать на вокзале. Ничего себе. Вот давай все сразу забываем, про вокзал разговариваем, потому что это очень интересно. Это было ужасно холодно. Да, провела целую ночь на вокзале и очень сильно замерзла, потому что, выезжая из Ростова-на-Дону, я не подумала о том, что в Париже 1 сентября может быть холод. Так, хорошо, а ты внутри вокзала, надеюсь, ночевала или снаружи? Да, внутри. То есть внутри холодно было? Да, ну там были перроны рядом, поэтому Чего себе. было прохладно. Ага. А у нас на вокзалах можно, в принципе, к кому-то поближе подсесть, и там очень много людей ночует, и так можно было согреться. Да, это, кстати, особенность французских вокзалов, это то, что ночью поезда не ходят. То есть нет никаких ночных отправлений. В 3 часа ночи ты на поезде не уедешь. Ты можешь уехать с 6 утра до где-то там 21 часа. Ничего себе. Буду знать, если буду во Франции, обязательно буду все свои дела днем решать, потому что ночью придется тоже ночевать на вокзале, да? Повторять, как я сделала. Да, если я все-таки ночью окажусь на вокзале, я обязательно тебя наберу и скажу, где все-таки самое теплое место на вокзале, в Бордо. Вокзал был, кстати, в каком городе? В Париже. В Парижском вокзале. А там много вокзалов? Или тоже Париж, один? да, много вокзалов. Да, это был вокзал в аэропорту Шарль-де-Голь, и там очень много. Ничего себе. А сколько аэропортов в Париже?
Ты мне задал очень интересный вопрос. Я бы сказала, что 3. Сегодня будет очень интересный вопрос. Я сразу предупредил, это будет не банальный вопрос. Я не знаю. Ну хорошо, ну 2 как минимум есть. Как минимум 2, да, есть. Ну, так и скажем, 2 минимум есть, типа. И вдруг сейчас еще какой-то построят быстренько, потому что быстро развивающийся. А вот, например, ты приехала во Францию, и, наверное, сразу же у тебя такая задача снять жилье. Давай про жилье немножко затронем тему жилья. Сколько стоит вообще и как искала, да, вот самое главное. Во Франции, конечно, с поиском жилья это достаточно сложная ситуация, потому что очень многие просят гарант. Для этого существует сервис Гарант.Ми, где вы можете, в принципе, оформить в течение суток этот самый гарант. Это бумажечка, Но которую... это не реклама, да, я надеюсь? Нет, это не реклама, Окей. потому что мы все этим сервисом пользуемся, и его, к сожалению, иностранным гражданам не избежать. Это все-таки то, что обязательно, и без него прям, ну, это очень сложно. Вот, и через этот сервис вы сначала получаете бумажечку о том, что вы платежеспособный гражданин, и после этого вы можете искать жилье на различных сервисах. Это и что-то по типу нашего Авито, и что-то по типу нашего Циана и так далее. То есть сервисов очень много. По стоимости тоже тут есть разные варианты на самом деле. Квартиры можно найти от 550 евро, я бы сказала, это самая минимальная стоимость. А сразу вот эти ценники к какому городу, чтобы относить в голове держать информацию? Я бы отнесла это ко всем 3 городам, но да, нужно еще учитывать, что есть пригороды, да, как я уже сказала, это достаточно развитые пригороды, которые связаны с городом, естественно, транспортной сетью, это либо трамвайные сети, как в Лионе, в Ницце, да и в Париже, в принципе, тоже, либо сети метро в Лионе и в Париже. Конечно, в пригородах это будет дешевле, но уже в центре города можно... Самый высокий ценник, я думаю, что мы даже посчитать не сможем, потому что это в Париже особенно. Это жилье... В общем и целом за 500 баксов можно где-то в пригороде снять квартиру. Да, где-то можно, но, естественно, зависит тоже от сезона, студенческий ли это сезон или нет, потому что надо учитывать, что с сентября по май, скорее всего, найти выгодное жилье не получится. Поэтому стоит все-таки ориентироваться на стоимость где-то 800 евро в месяц. Ну, в принципе, не так уж и дорого. Да, в целом все посильно, да, особенно... Плюс-минус это московские цены. Да. Если так взять. Как район выбирала в целом, и что посоветуешь зрителям, как выбирать районы? С кем ты, например, вот еще такой вариант, есть ли через агентство по недвижимости, например, искать, дороже ли это, или эта услуга достаточно дешево стоит во Франции, как вот с этим? По-разному, на самом деле. При бронировании через сервис вы, естественно, будете оплачивать какой-то процент этому самому сервису. Если вы бронируете через риэлтора, аналогично через риэлтора. Ну, естественно, самый выгодный вариант — это найти сначала себе сделать этот гарант на Гарант.Ми, и далее искать уже на французских сайтах, как я уже сказала, типа Авито, Циана, с минимальными комиссиями за платформу, да, за размещение и за поиск вашего жилья. Через риэлтора это, конечно, будет чуть дороже, и тут цены варьируются по-разному. В основном обычно стоимость риэлтору — это месячная аренда квартиры. То есть, скорее всего, вы заплатите риэлтору ту сумму, которую вы заплатите как залог, также вашему арендодателю. Здорово. Оль, по образованию можешь рассказать немножечко вкратце, в целом, какая система образования во Франции? Может, она очень сильно похожа на американскую систему, как где-то там школьное имеется среднее образование, где ты там очень с ранних лет выбираешь себе профиль, и есть какие-то базовые предметы, и ты дальше накидываешь, что тебе интересно. Во Франции вообще как со средним образованием? Ну и расскажи тоже про высшее, так. Может, да, я бы сказала, что французская система — это что-то между Америкой и Россией, потому что как она географически находится на карте, так по многим темам Франция где-то находится между. Так. Да, в школах действительно мы можем добавлять себе дополнительные предметы, которые нам интересны, ну и идти, соответственно, по программе. Во Франции образование начинается с 3 лет, то есть когда у нас ребенок идет в детский сад,
он сразу идет в школу, да, где с ним занимаются педагоги и так далее. Дальше начинается начальная школа, коллеж, это так называемая средняя школа, и лицей. Лицей — это у нас старшая школа во Франции, которая тоже у нас включает 3 года обучения. Второй, первый и, собственно, финальный класс. Ну и дальше вы выбираете, сдаете экзамен, который во Франции называется бакалавриат. И, собственно, потом поступаете с результатами этих экзаменов и вступительных экзаменов в Это университет. сколько получается суммарно лет школы у детей во Франции? Суммарно, но если считать с 3 лет, то мы учимся во Франции до 17. Это это бедному ребенку не дали детства, он уже ходит в школу Но с это надо 3 лет. учитывать, что в детстве все-таки это все равно какие-то развлекательные, постоянные задачки, это Ага. все-таки больше, ближе к нашему детскому саду, но уже все-таки с различными заданиями, да, чтобы ребенка развивать. По вышке, по высшему образованию. Мгм. По вышке это бакалавриат, да, наш российский бакалавриат, но 3 года. 3 года Ага. длится бакалавриат во Франции. Есть очень много разных бизнес-школ, причем, естественно, в Париже их будет больше всего. Есть очень много различных университетов с разной тематикой, и хочется сказать, что почти везде есть русский язык, то есть можно даже в школах, в колледжах, лицеях выбрать себе русский язык как дополнительный. Во всех 3 городах, да, которые у нас сегодня фигурируют, также есть полностью русские школы частные, которые тоже можно посещать, где преподавание частично идет на русском и на французских языках. Есть интернациональные секции, да, где собирают специально детей, подростков, которые у нас билингвы или которые, например, иностранцы, и их вместе интегрируют во французское общество, что очень классно, я считаю, для детей. Мгм. Университеты, да, как я уже сказала, тоже разные, везде поддерживают спорт, постоянные какие-то фестивали, очень разные активности для студентов придумывают. Как и у нас, они делают что-то типа студенческой весны, да, когда вы готовите большой какой-то фестиваль, что-то в таком духе. Можно участвовать в различных секциях, кружках, и это все, естественно, бесплатно у нас здесь, во Франции.